Дамы и господа, честной люд, всем салют. Рад вас приветствовать на канале Влог 360. Для тех, кто не знал, меня зовут Сергей. Те, кто меня постоянно смотрит, вы уже догадались по превью, названию и, конечно же, интро ролика, то, что это мой обещанный ролик. Мы поехали. Длинное путешествие, можно сказать, большое путешествие в Скандинавию. Ехать нам почти 2000 километров, не совсем. Вот тут слева вы видите карту. Специально приготовил для вас карту, куда мы поедем. У нас сейчас направление идет Ганновера, потом мы едем Гамбург, Любек, Путгартен. Путгартен паром, 250 километров Дания, на Копенгаген, еще один паром, Швеция. Ну и по Швеции еще очень долго прокатиться придется. Где мы останавливаться будем, пока я еще не знаю, ничего не планировали. Скорее всего, эту ночь мы постараюсь я проехать как можно больше. И в машине, может, часика-два так вздремну. И все, и дальше хотим добраться, чтобы до Зунцваль, город. И там уже отель, если он еще комнатки будут свободны, мы его возьмем. Я все вам обязательно покажу. Вот, ребятки, для тех же, кто не знал, мой контент базируется на том, что я ищу в соцсетях различные ролики, делаю на них обзоры, делаю нарезку, вы смотрите и комментируете. Также видите слева два QR-кода, это мой музыкальный и влоговый канал. На влоговом канале вы увидите больше Скандинавии, там я уже выставлял ролики. Каналчик молодой, маленький, также есть обзоры отелей по Турции, хороших отелей есть, премиум класса, путешествий, дача немножко тоже есть, да. Ну, это я покажу, конечно, тоже вам Скандинавию, но не столько много, ребят, как на том. Так что все ссылки вы найдете в описании под этим роликом, под каждым роликом найдете ссылки в описании. Также QR-код, который видите сейчас, это мой телеграм-канал, который был создан специально для этого YouTube-канала, чтобы вы могли поделиться своими ссылками, роликами, да и просто пообщаться с народом. Канал адекватный, по крайней мере, могу за тех людей сказать, кто постоянно с нами общается. За всех я не могу сказать. Ну, просто поболтать, пообщаться на различные темы. Не обязательно на политику или гости, да. В принципе, там так и происходит. Добро пожаловать, если вы считаете себя адекватным. Ну что, теперь мы направляемся. Еще одна карта. Вот этот маршрут нам надо проехать. Это почти 400 километров до Путгартена. Там мы сделаем небольшую паузу, посмотрим, сколько мы проедем. Там я также проживаю. Вот, и остановимся у нас на квартирке, отдохнем, перекусим и едем дальше. А теперь я вам покажу первый ролик о гостях. Ну, о гостях. Мы едем в Скандинавию, нашел я два ролика, все вместе, два о Швеции. Давайте глянем вместе, о чем пойдет речь. Швеция предлагает платить украинцам, которые добровольно вернутся домой, 32 тысячи евро. Стоп. Ну, 32 тысячи евро это фейк. Скорее всего, он хотел сказать 32 тысячи крон. Так как если пересчитать, это получается 3000 евро. За 3000 евро я уже слышал такие истории, и не только Швеция. Многие страны предлагают, лишь бы они, гости, вернулись домой. Так что, так сильно любят гостей, значит, да? Давайте послушаем дальше. Интересная такая новость. Об этом заявил премьер-министр Швеции в интервью Евроньюз. Я вот тут думаю, ребят, кто знает, Швеция еще принимает по временной защите украинцев. В принципе, я не такой же и большой фанат Испании. Да, не фанат Испании. А почему? Вы перехотели сейчас в Испанию ехать? Там же тоже тепло, море. Тоже гости, кстати, его был наплыв. Сколько там, 60-70 тысяч, да? Наплыв гостей, сколько приехало сразу, да? Я знаю, многие же так хвалят Испанию, хотим. Ну, съездите, посмотрите, как в Испании, и расскажете, напишите. Вот, ребятки, это такой первый получился ролик. Роликов будет много. Наш ролик получится длинный. Если слишком длинный, за час затянется, значит, сделаю 2 или 3 серии. Так как ехать 2000, мы проехали почти ни хрена еще. Вот, и буду я потихонечку снимать. И будут у нас музыкальные паузы. Также музыка делаю я сам. QR-код видите, это музыкальный канал. Можете также пройти, если понравится, подписаться. Также найдете все ссылки в описании под каждым роликом. Ну а теперь музыка, и мы едем дальше.
Я оставляю за спиной все старые следы, и снова ветер за окном мне говорит: иди. Не все, что потерял вчера, должно исчезнуть навсегда. В моем сердце живет огонь и ведет меня сквозь года. Через тысячи дорог, через ночи и дожди я ищу свой новый путь, где еще горят огни. Пусть меняется весь мир, пусть уходит старый день, я все так же буду жить, верить в свет и свою мечту. Где-то далеко за горизонтом ждет меня другая высота. Там, где небо стало ближе, там, где начинается весна. Мы не знаем наперед, что подарит новый день, но пока душа поет, нам нельзя назад смотреть. Через тысячи дорог, через ночи и дожди я ищу свой новый путь, где еще горят огни. Пусть меняется весь мир, пусть уходит старый день, я все так же буду жить, верить в свет и свою мечту. И когда наступит рассвет, я увижу впереди, это был не просто путь, это были мои мечты. Проехали мы 100 километров, ну я постараюсь каждые 100 километров что-то вам включать. В общем, как таковой паузы мы не делаем, так кофейку только принести, купить быстренько и все, и дальше. Ну я воспользуюсь моментом, еще я включу один ролик, также с Швеции. Ну, гости переживают, в принципе, переживают во всех странах они, что будет дальше. И я вам включу сейчас еще один ролик про Швецию. Да, ребятки, если хотите что-то писать, жмите паузу, пишите. Как я сказал, ролик будет длинный. Я очень много нашел информации всевозможной, которую буду показывать. Если вы пишете, будьте немножко адекватными, да, никого не оскорбляйте, оппонентов также старайтесь не оскорблять, покажите, что вы просто умнее, да, умнее и культурнее. А они пускай пишут, что хотят. Кстати, я сделал анализ канала, проанализировал немножко. Я не буду больше хейтеров в бан кидать, я не буду больше в бан кидать те, кто даже персонально оскорбляет. Пускай пишут. С каждым таким хейтерским высказыванием, да, прилетает 3-4 человека, наоборот, с позитивом на этот канал. Так что пускай пишут, что хотят. Это, вы знаете же, бумеранг никто не отменял. Поэтому будьте добры, желайте всем добра. И добро всегда вернется вам. А сейчас я включу вам ролик. Давайте посмотрим, как они, боятся.
Кого оставят в Швеции после 27 года? Как вы знаете, уже готовят центры по возвращению украинцев домой. Говорят, что даже некоторые уже готовят самолеты в Польшу и поезда для украинцев. И специальные, конечно же, центры, которые будут помогать украинцам вернуться домой. Итак, кого же оставят? Конечно же, скорее всего, оставят тех, у кого есть работа, и тех, кто вышел замуж за европейца. Скорее всего, этих людей будут оставлять, остальных будут потихонечку отправлять, возможно, потому что, как вы знаете, после 27 года... После 27 года, сейчас послушаем, я 5 копеек ставлю свои. Да, у кого есть работа, конечно, у них будет приоритет, что они останутся здесь. Но не факт, это тоже не факт, да. Но в большинстве случаев, скорее всего, оставят для тех, кто работает. Ну, а те, кто тафель-труфель 27/4 или 24/7 скачут, это, ну, конечно, домой. Слушаем дальше. Года уже не будут продлять нам беженство, поэтому точно уже беженства не будет, поэтому нужно переходить на другие документы. И я смотрю, что Европа сейчас активно готовится возвращать украинцев домой. Поэтому активно ищите работу, если вы хотите здесь остаться. Активно ищите работу, если хотите остаться. А до этого не надо было работать, да? До этого устраивали тафели и труфели. А теперь надо найти работу. Но, кстати, вот сейчас будет еще сложнее найти работу, так как все ломанутся, ринутся искать работу, какую-либо, не какую-либо. Но места-то уже будут все заняты. Вот в чем проблема. Уже поздно. Чтобы это все было официально, потому что, скорее всего, те, кто без работы, возможно, их будут отправлять домой. Так как после 5 сентября, вы уже слышали, те, кто приезжают в Швецию новенькие, им уже не будут выдавать персональный номер, только самурдинс номер. Это говорит о том, что дальше продлевать украинцам уже никто не хочет персональные номера, то есть это уже означает, они не планируют дальше помощь. Поэтому нужно потихонечку адаптироваться или выходить замуж, тогда вы сможете остаться. Но я думаю, что после 27 года грядут реальные перемены. Правильно, грядут реальные перемены. Выйти замуж, ну, это да, попробуйте. Тем более в Швеции. Я шведов хорошо знаю. У меня много знакомых живет. Кстати, друзья, да, что я хочу сказать еще. Стокгольм. Мы будем приезжать в Стокгольм. Хотел я встретиться с Валерой Макеевым. Вот тут я сделаю скриншот его канала. Для тех, кто не знает, можете также набрать Валера Макеев. Он снимает тоже вечно голодных и плохо ведущих себя людей, гостей. Он сейчас находится в Испании, он проживает в Швеции, в Стокгольме проживает очень давно уже, да, не знаю, может, лет 40 проживает, говорит на многих языках, ведет небольшой каналчик свой, в принципе, пенсионер, очень-очень веселый, позитивный человек. И если хотите также помочь ему, ну, подписаться, в смысле, подписка, да, я не о донатах говорю, ни о чем, просто может подписаться, каналчики посмотреть. Сейчас он находится в Испании, только не надо, да, писать, в Испании. Да, человек заработал на квартиру и в Стокгольме, и в Испании, да. Проработав 40 лет, конечно, можно все это купить. Если, конечно, не скакать, да, дай, то все, купите его. Так, надеюсь, вам музыка понравилась. Ну что, музыкальная пауза, а мы едем дальше.
снова я. Недолго мы радовались хорошей дороге. Посмотрите, что творится. Это 2-я сотня пошла. А ехать нам еще, ну, хороших, наверное, 250 километров до первой цели. Остров Феман, Путгартен. Ну, хоть как-то продвигаемся. Интересно, я вам ничего не расскажу. Надеюсь, песенка вам понравилась. Ой, ребят, выбрались мы из пробки, наконец-то. Вроде вот дали газику немножко. Ну, как газику? Автобаны тоже ограничивают, да, очень редко где встречается, что можно безлимитка. Ну, по крайней мере, по тому участку, где мы едем. Едем мы, ну, 120 сейчас так это едем, крейсерская скорость, хорошо, зато экономно. Нам ехать 2000 почти километров, расход сейчас у нас, ну, 6 литров, нормально, я очень доволен. Проезжаем мы Гамбург, ребят, Гамбург. Проезжаем мы Эльбу. Вы видите мост, да. Ну, чтобы вам было немножко веселей, музыка у вас была уже. Я пытаюсь вас развлекать же как-нибудь, что-то показывать. Давайте, мы сейчас посмотрим еще один ролик. Вы все слышали, да? Ну, многие, по крайней мере, слышали по поводу нового закона о обмене прав гостям страны на букву У. Они радуются все, да. Я снимал пару роликов уже про это дело, то, что есть много. Я не буду говорить, что все, но очень много есть поддельных купленных прав. Также всевозможных дипломов, 5-6 профессий и все такое остальное, в общем. Да, есть много поддельных. И те, которые не пробиваются, там не знаю, как называются их все эти конторы, просто их цепляют, их платят они штрафы за это, а потом орут, почему в Германии штрафы за нарушение. И вот я нашел один ролик, как гостья, временно проживающая в Германии, гостья жалуется. А вы знаете, на что она жалуется? Она заказала себе через ТикТок права у каких-то тоже там на букву У тиктокеров. Ее обманули, ей не... Ну как заказать? Купить хотела права, в общем, да? А ей не доставили. Вот представьте, вот таким людям потом будут права менять. Права на вождение, я говорю именно о водительских удостоверениях, да? Это преступник на дороге, да? Это то же самое, что обезьяна с гранатой. Ладно, давайте послушаем ролик, как она жалується. Я записала відео про те, що мене обманули в Тіктоці. Це був чоловік, якого є 2 аккаунти, зараз їх прикріплю. І я розповіла про те, що він мене обманув на гроші. Він обіцяє людям права, водійське посвідчення в будь-яких країнах він може це зробити, в Німеччині, для людей в Польщі і інших країн ЄС. Ну вот, ребят, то, что они друг друга обманывают, это уже было всем ясно давно. То, что они пишут всевозможные кляузы друг на друга, да, пытаются, я не знаю, ну сколько кто-то поднялся, пошел на работу, да, там устроился, не знаю, сделал маленькое гивербы себе, они начинают на него кляузы друг на друга строчить даже, да, не дают раскрутиться. Но когда уже так открыто заявляют о продаже и покупке прав, тут, в принципе, и продавец, и покупатель, они, ну, это преступники уже, да, это уголовное дело. Еще так открыто об этом всем рассказывать. Ваше мнение мне будет очень интересно, пишите. Я уже еще раз повторюсь, ролик будет длинный, поэтому нажимаем паузу, пишем. Следующий сюжет, опять пауза, пишем. Я постараюсь быть интересно вам рассказывать и интересно показывать, где мы находимся. Сейчас, как я сказал, мы проехали только что Гамбург. А вообще цель нашей поездки в Швецию – рыбалка. Ребят, рыбалка, будет очень много рыбалки. И рыба, цель – это кунжа или же кумжа. Как правильно? Напишите мне, кумжа или кунжа. На этом озере я был уже раз 15. Мы едем в гости к Герду. Также я все подсниму, все покажу, его дома покажу. Ну, на другом каналчике, ребят, да, придется, если вам будет интересно, перейти на другой каналчик. Все ссылки в описании. Также видите QR-код этого канала. Да, ребятки, ну а сейчас музыкальная пауза. Все музыкальные треки
без вокала. С вокалом также делаю я сам с помощью ИИ, КАИ, АИ, как вам нравится, так и думайте. В общем, вот он тоже QR-код этого музыкального канала. И ссылки в описании также вы найдете. Ну а теперь музыкальная пауза, и мы едем дальше. Город медленно гасит огни, но в окнах еще остается рассвет. Мы искали ответы одни, оставляя на сердце несказанный след. Каждый шаг словно новая даль, каждый день как еще один шанс. Пусть вчера растворится как сталь под теплом наших искренних фраз. Снова к свету, выше облаков, там, где ветер знает нас без слов. Если рядом ты, не страшен путь. Главное теперь не повернуть. Пусть весь мир меняется вокруг, мы сумеем разорвать этот круг. Через время, через сотни дорог мы найдем свой настоящий Восток. За спиной остаются дожди, и становится легче дышать. Все хорошее ждет впереди, если сердцу позволить мечтать. Пусть не сразу приходит весна, но ее невозможно забыть. Каждый новый рассвет для меня еще повод по-настоящему жить. Снова к свету, выше облаков, там, где ветер знает нас без слов. Если рядом ты, не страшен путь. Главное теперь не повернуть. Пусть весь мир меняется вокруг, мы сумеем разорвать этот круг. Через время, через сотни дорог мы найдем свой настоящий Восток. Даже если ночь длиннее, чем всегда, я увижу отражение звезды. Каждый выбор оставляет след, но любовь сильнее темноты. Снова к свету, выше облаков, где рождается дыхание ветров. Пусть звучит наш голос в тишине, оставляя этот мир светлей. Мы пройдем сквозь годы и дожди, не теряя веры впереди.
обернувшись назад, улыбнемся всем прожитым дням. Ну что, ребятки, как вам музычка или музычка? Ну, кому-то, может, и не зашла, может быть. Кому-то вообще этот ролик, наверное, не зайдет даже, да? Ну, по крайней мере, я у вас спрашивал. У своих подписчиков, кто постоянно смотрит, и сказали «да». Значит, это для вас. Но кому не нравится, пускай шагают дальше. Вы знаете мой ответ. Кому что-то не устраивает, широкими шагаем, направляемся. И как в предыдущем ролике я уже вам рассказал о том, что пишут, строчат друг на друга, они кляузы всевозможные, да, завидуют. Еще один ролик покажу вам сейчас. Ну мы проезжаем, кстати, вот, мы проезжаем Любек, и вы видите вот эти провода натянутые. Да, я расскажу немножечко про эти провода натянутые, троллейбусные, ну не троллейбусные провода, нет. Это сделано в Германии, было несколько тестовых штрек, тестовых, в общем, тестовых, таких объектов было для грузовиков, для грузового транспорта электрического, чтобы он мог какое-то время ехать, потом на своих батареях, потом рога вверх, поехал, зарядился, опять скинул, дальше поехал. Стоил очень больших денег, я в каком-то ролике это уже записывал, даже рассказывал суммы, называл, но сейчас, нет, не осталось у меня в голове столько роликов, да, переделать, тут в голове нахрен ничего не укладывается уже. В общем, миллионы это стоило. Я знаю, во Франкфурте точно есть, за Штутгартом где-то это есть туда. И вот в Любеке это тоже есть. Как таковой, это все провалилось нахрен. Ничто это не работает, не залетело. И теперь это будут все теперь upbound, то есть заново рушить, убирать. Во-первых, они строили несколько лет все это дело. Денег впыжили, пробки были на автобане. И теперь это все будут демонтировать опять, да? Ну, опять это все бюджетные деньги. Куда они уходят, вот сюда они уходят. Ну и еще куда, сейчас я вам покажу в ролике, на кого они уходят. Она уже у нас гостья была, она свалила на Неньку и опять же обсирает. Так она сейчас обсирает уже не Германию, а своих земляков, которые остались там. А чтобы не быть голословным, давайте ее послушаем. Я понимаю, что в вашем мире арабского мышления невозможно представить, как добровольно можно уехать из Германии. Ведь для вас предел мечтания сидеть на 500 евро, экономить на отоплении, а также трястись над каждым письмом, долгами и квитанциями. Но спешу вас расстроить, в Украине у меня есть будущее. Даже есть не только в Украине, но и в других странах, в том числе и европейских. Только не считается Германия, конечно же, потому что эта страна не имеет будущего. Я, между прочим, лично проверила это за 3 года. И, к сожалению, моя семья столкнулась с этой несправедливостью. Скорые не приезжают, термины к врачам через полгода, а если вы туда все-таки приходите, то вам назначают ибупрофен. А моей маме рекомендовали ходить побольше, когда у нее проблемы с ногами. И это, кстати, имея медицинскую страховку. И это, кстати, полезно. Ходить побольше, дышать свежим воздухом где-нибудь на море, например, да, полезно. Ну, если ты себе не можешь позволить море, ну, значит, надо работать больше, я вам скажу, и тогда позволишь ты себе море. Хотя бы просто походить, хотя бы на Северном море или на Восточном, на Балтике море. Да, это мой совет, ходить надо больше, правда. Вот я начал больше ходить и стал себя лучше чувствовать тоже, да. Курить, кстати, бросаю, ребят, курить бросаю. Алкоголь уже завязал очень-очень давно. Вот. Так что выливаем все эти алкогольные напитки в унитаз, завариваем вкусный чай и слушаем дальше, что нам эта персона расскажет. Которая ничего не покрывает вообще. Была бы она бумажная, можно было бы жопу подтереть. До войны у меня была отличная работа, а также карьера. До войны также я выкупила себе квартиру из ипотеки. К сожалению, из-за войны не успели достроить. До войны я зарабатывала в среднем 2000 евро в месяц.
До войны также я работала дизайнером одежды, причем успешным, которого рекомендовали во всех вузах Украины. А теперь я осталась ни с чем и начинаю свою жизнь с нуля. И на моих плечах мои родные и близкие люди, за которых я несу ответственность. Поэтому, кто пишет гадости об этой шаре, о том, что мы приехали, понаехали, врут вам ноги, недорогие и не господа. Я вам всем желаю пройти такой же путь, который проходят сейчас украинцы. Потом не обижайтесь на обратку. Пока. Вот. А вы, мои дорогие дамы и господа, я вам скажу так. Давайте и пожелаем всего хорошего, во-первых, да? Вы знаете, я человек не злой, я добрый, пушистый. Это она, ну, любит нагадить она, да, она говорит чуши всякие. Германия ее приняла, платила какое-то время страховки, дала дах над головой, крышу над головой, оплачивала какие-то страховки, электричество, интернет, и газу не ГЗН, всего возможное, да, но теперь, свалив обратно, да, ну, обосрался человек просто, да, он не смог справиться с обычным бумажным крамом. Я все равно ей пожелаю всего хорошего. Да ради бога, уехала, да и уехала. Знаете, баба с возу, кобыле легче. Вот так. По крайней мере, налоги останутся здесь. Пускай она там дальше развивается, пускай живет, и все будет у нее хорошо, надеюсь. Также вы зла никому не желайте, желайте добра. Я буду повторять вам этого всегда. Не оскорбляйте никого в комментариях. Будьте адекватными, будьте конструктивными, чтобы ваши комментарии могли почитать все. Вот теперь мне ответьте вы на этот вопрос. Мне хотелось бы узнать, например, даже у гостей. Я знаю, гости меня смотрят. Скажите мне, пожалуйста, права ли она? Права ли она в своих высказываниях? Я знаю, вы сидите, кто сидит на тафелях и труфелях даже, да, кто-то работать пошел, но мы о них говорить не будем. Так, те, кто работать пошел, в принципе, это адекватные люди, да, и о них я ролики даже не снимаю, я от них не говорю, так как они не клянчат ничего, не скачут нигде, они просто зарабатывают на свою семью, на свою жизнь, чтобы ездить в отпуск, купить машину, построить дом, хрен его знает, ну купить дом, тот же самый кредит, ну по крайней мере купить. И чуши всякой не снимают, и не снимают распаковки тафеля, трюфеля. А вот именно я хочу у тех спросить, те, которые сидят на социальной помощи, права ли она? Напишите мне, пожалуйста. Ну и те люди, которые тут живут уже больше 30 лет, ну или 20 лет, ну то есть для переселенцы, немцы, которые говорят на русском и на немецком, многие на английском, на шпанском, на шведском. Я знаю, многие люди говорят на многих языках. Вот вы напишите, насколько она права. Про страховки. Я, например, знаю 100%, то, что по страховкам она тоже жидко обкакалась, видать. То, что у меня проблем еще тьфу-тьфу, я потуже по голове даже не было. Все хорошо, прекрасно оплачивается, прокатывает, и все это хорошо. Главное, надо знать, как это сделать, где это сделать. Рекламировать я, конечно, никого не буду. Это вы сами ищите своих страховщиков и договаривайтесь, как это все функционирует. Но если у тебя в голове только шум, скажем так, то ты, конечно, получишь шум в ответ. Вот. Так что бурно комментируем, нажимаем паузу. Мы проехали Любек. Я вам ставлю опять песенку, музычку. Ребятки, слушаем музыку. Ну, если вам не нравится, перематываем до следующего сюжета. Сейчас музыкальная пауза.
ребятки, недолго мы радовались. Мы заехали в пробку. Охренеть. Проехали мы Любек, еще пару десятков километров. Ну, нам еще осталось немножко до Путгартена, до острова. Но мы еще не там. Ну, так как в пробке решил я вам записать еще один ролик. Ну, записать, показать, вернее, разобрать и показать. Вы слышали такое? Украинское посольство выложило на своих платформах везде. Она предлагает иностранцам, то есть иностранцам, проживающим в Европе, в Америке, получить украинское гражданство. Ну, в общем, раздают украинское гражданство европейцам. Как вы думаете, для чего это надо? Вот кто-то пойдет сейчас и получит европейское гражданство, европейец, то есть получит украинское гражданство, и что потом с ним случится? Как вы думаете? Ну, конечно, пойдет здесь защищать. Weiter vorne auf deiner Route ist eine Spur gesperrt. Шпур gesperrt, ясно? Пробка, что-то случилось там. Вот, и пойдет защищать дружно Зе. Давайте послушаем, тут молодой человек нам рассказывает об этом. Очень интересно, кстати, послушать. Про колбаски грильные говорит и про гражданство. Друзья, в общем, цирк во всей его красе. Украинское посольство в Германии опубликовало текст о том, что если у вас есть украинские корни, но вы являетесь гражданином Германии, мы вам дадим по упрощенной процедуре получить украинское гражданство. И я вот сам себе сижу такой и думаю, вот представьте, да, какой-то немец сидит в Германии, вспоминает, что он когда-то там у него какие-то есть украинские корни, и такой пьет пиво с колбасками, и такой думает, отдай-ка я из успешной Германии поеду в воюющую страну. Вдруг меня бусифицируют, так как у меня будет украинское гражданство, отправят на фронт, в подразделение Скеля. Я такой, сам себе такой, вот это было бы круто, да? Я вообще не понимаю, на что рассчитываю. Это просто какой-то цирк и позорище. Ну, для кого вообще это пишется, делается? Я не знаю. Тут люди, которые с украинским гражданством хотят лишиться его максимально быстро, да, там получили другое гражданство, а им не дают это сделать. Так они вот решили аттракцион щедрости сделать для успешных европейцев, получить украинское гражданство. Это просто цирк. Цирк. Вот. Вы согласны с ним? Цирк это или не цирк? Ну, господа хорошие, проживающие в Европе, имеющие гражданство какой-либо страны, то есть европейской страны, хотите украинское гражданство получить? Я думаю, вы получите очень-очень быстро гражданство, так что можете написать в посольство, и вам дадут украинское гражданство. И вы станете полноценным защитником страны. Да, будете защищать Зе. Ваше мнение мне также будет очень интересно. Хотите вы или не хотите. Ну и вообще об этом цирке напишите. Нажимаем паузу, пишем, как я говорил. Ролик будет длинный, так что будет еще очень много интересных таких вот разборочек. Ну а теперь что? Теперь у нас опять музыкальная пауза. А мы едем дальше. Я снова слышу голос дорог. Он зовет за собой вперед. За спиной остается вчера. Впереди начинается взлет. Каждый шаг открывает меня. Каждый день это новый маршрут. Я не жду, что изменится мир. Я меняюсь, пока иду. Пока горит рассвет, я знаю, невозможного нет. Пока внутри живет огонь, я не сверну с дороги домой. Пускай меня несет судьба сквозь ветер, дождь и города. Я сохраню в душе мечту, пока горит рассвет. Сколько раз закрывалась дверь,
столько новых открылось потом. Каждый страх превращался в дым, растворяясь за первым дождем. Если ночь станет слишком длинной, я найду в тишине ответ. Ведь сильнее любых сомнений только сердце и яркий свет. Пусть меняется все вокруг, время мчится быстрее дней, но пока я могу мечтать, становлюсь только сильней. Пока горит рассвет, я снова выбираю свет. Пока внутри живет огонь, никто не сможет стать стеной. Пускай меня ведут мечты через тысячи новых дорог, я останусь самим собой, пока горит рассвет. Ну и что, вы видите мост? Я вижу. И вы его видите уже, да. Этот мост, это ведет на остров Феман. То есть мы сейчас будем покидать материковую часть Германии и переедем на остров. И отсюда же у нас будет паром с этого острова. Но немножко позже. Сначала надо отдохнуть. Ну а теперь я вам покажу. Кстати, заметили, да, как погода поменялась-то, да? Тучки, кстати, не жарко, 24 градуса всего здесь. Свежо, ну море рядом, да, тут уже вокруг моря. Это есть Феман, самый солнечный остров Германии. Кстати, очень-очень beliebt, ну, как любим туристами. Ну, не только он, но сюда тоже. Кстати, очень много туристов приезжает со всей Германии. Также тут находятся алкогольные магазины, построенные скандинавами. Один из них Нильсон, это не реклама, где можно приобрести довольно хороший, качественный и элитный алкоголь на процентов 30 дешевле. Не весь, но многие сорта виски. Это не реклама. В принципе, я там тоже иногда закупаюсь. Ну я ж не пью уже, я забыл. Ну, закупался раньше, да. Вы любите мечтать? Я знаю, все любят мечтать. Ну, знаете, не все мечты сбываются, во-первых, да? А когда их еще так озвучивают... Ну, давайте я поставлю вам ролик сейчас. Одна тоже гостья, временно проживающая, расскажет о своих влажных мечтах. Давайте послушаем, что же она нам расскажет. Сейчас, если узкие не прекратят в Германии себя так вести, да, а особенно очень они поддерживают свою страну, да, то Германия, как бы, вы понимаете, что у нее там может быть в мыслях. Ага. Мы тут боремся, понимаешь ли, с Уткиным, да? Вы, значит, боретесь. Это как? Скаканием с флагами, заворачивание в лаваш, и кто вперед добежит до тафеля, чтобы урвать лучший трюфель. Я знаю то, что вот люди, которые, если, как ты утверждаешь, борются, они на фронте находятся, да? А вот так, лежа в кровати, или иногда за пару евро выходить на какие-нибудь сборища и заворачиваться в лаваш и скакать, еще кетчупом себя обливать, да? Вот это борется, значит, да? Ну давайте, ладно, послушаем, что она говорит нам дальше. Который потом пойдет на Европу и на Германию в том числе. То есть эти узкие здесь могут ему потом в этом помочь. Поэтому есть вероятность, что от таких узких
будут избавляться в Германии. Не от украинцев, а от узких немцев. Задумайтесь, потому что это серьезные вещи. Узкие вы лишитесь и страны, дома, финансов и так далее. Вам придется поехать на болота. Спасибо. Weiter vorne auf deiner Route befindet sich eine Baustelle. Спасибо. Нет, я не ей сказал спасибо, я сказал вот навигатору спасибо. Вот, ребятки, задумайтесь, да, она борется, лежа в кровати, бывает на площади, в лаваш завернувшись. Смотрите, они ни один ролик не могут записать, чтобы не оскорбить. Я вас призываю не оскорблять, не ругаться. Они только не оскорблять-то, в принципе, и могут, да. Но она немножко забывает, она не слышала, наверное, про новые законы, да, когда же уже не дают защиту. Например, вот я вам включал Швеция, вообще деньги дает, платит 3000 евро, лишь бы уехали обратно все домой. Все как-то быстро перевернулось совсем в другую сторону. Ну да, такие ролики записывать с кровати, конечно, это она борется. С кем она борется, хрен его знает. А я вас еще раз попрошу, не оскорбляйте оппонентов. Докажите, покажите, что вы намного умнее, воспитаннее и культурнее, чем вот такие особи. Вот, ребятки, такой ролик. Мы продвигаемся дальше. Сейчас мы уже будем на острове. Включу я вам также остров. Посмотрите немножко. Ну, с машины только, я останавливаться не буду нигде. Вот. Ну, а пока мы слушаем музыку. Друзья, отстояли мы в пробке, в бешеной пробке. Я вам ее не снимал. Это на мосту было. Мы потеряли
2 часа, наверное. Ну, около 2 часов я уже сбился с счета. В общем, мы на острове. Мост вы видели, по мосту мы заехали. И я немножко вам покажу остров. Мы сейчас проедем в сторону, в ту, которую нам надо. Да, вот тут на острове тоже пробки везде, так как туристический сезон, туристов немерено. Но я уже говорил, что это один из любимых островов, где отдыхают местные бюргеры. Ну да, он не является таким уж элитным, да, как Зюль, например. Но все же это остров. Он считается самым солнечным, одним из самых солнечных островов в Германии и очень-очень белит. То, что любимый, да, вроде остров. Люди сюда приезжают охотно. В принципе, в сезон здесь что-то снять нереально или же реально, но за очень большие деньги. Погода здесь, ну, погода разная, да. Вот сейчас ветер дует, например, 25 градусов, хотя бывает тоже и под тридцатник, и водичка прогревается до 22-21. Вот у меня брат отдыхал ту неделю здесь у меня на квартире, ему очень понравилось, ну, не первый раз тут провел время хорошо, вот купались, но здесь есть такая штука, чайки, да? И чайки, не те птички, которые делают, это монстры, понимаете, они из рук выхватывают брётин, булочку, да, закажешь себе булочку там с селедкой, еще с чем-нибудь, ты голову отворачиваешь, у тебя ее нету, да? Они нападают на детей, правда, они на пляже нападают на детей. Ну, в смысле, не на самого ребенка, а отбирает что-нибудь, пожрать, в общем, да. Тырят они все, вот вы не представляете. Ты мусор вынесешь, поставишь возле мусорки, отвернешься, с кем-то поговорить, еще что-то. Ты поворачиваешься, они уже между собой бакланятся, да, и раздирают в клочья мусорный пакет. Это вот, да. Также тут плага, ну это как плага на русском, правильно, это в общем, очень-очень много зайцев здесь, да. Очень много зайцев. Не знаю, кто их сюда завез на этот остров. И май, июнь, когда они плодиться начинают, столько фарша на асфальте. Ну да, по-другому не выразишься. Маленькие зайчата бегают, шныряют, особенно ночью едешь, когда ночью, вечером темнеть начинает, их сотнями по дороге бегают. У меня возле дома там участок зеленый, ну не мой, а то, что принадлежит кому-то, всем владельцам квартир. И норы, можно ночью убиться и ногу сломать. Норы, роют прям норы. Как с ними уже тут не боролись, мы уже походу перестали с ними бороться. А чайки такие огромные, что они зайцев вытаскивают. Я не шучу, ну не крупных, не больших, а именно зайчат воруют. Остров этот раньше принадлежал Дании. В каком-то году я не подготавливался, все спонтанно вам делаю, да, как есть, так оно есть. Я знаю, читал, то, что принадлежал Дании. И в каком-то году он отошел к Германии. Мост построили этот не совсем так недавно, сказать бы, ну, можно сказать, тоже свежий это мост, относительно времени всех. И раньше, когда тут не было моста, люди здесь жили, но очень мало людей здесь жило. Здесь обычно были шефы, это то есть кто занимался бараниной, скотоводством, баранов разводили пчел. Пока не построили мост, завезли какую-то, в общем, пчелу сюда непонятную. Ну, как говорят, так, как-то так, да. И они скрестились, перекрестились, в общем, вась-вась. И порода этих пчел начала здесь вымирать. А, в принципе, мед с этого острова очень-очень ценится. И поэтому сюда строго запрещено даже до сих пор завозить каких-либо пчел. Ну и со временем, да, когда по мосту, даже уже еще до моста люди сюда стали ездить, на лодках можно было переправляться, заметили, что есть хорошие пляжи, песочные пляжи, заговариваются уже сами. Песочные пляжи, и построили мост, и стали расстраиваться. Смотрите, что тут сделали, да. Ну, тут, я скажу вам, очень-очень хорошо. Зимой мне вообще больше нравится. Нет туристов, вообще нету, да, вот это все вот вымерло, пустота. И мне это нравится. Но холодно, ветер дует, ну, зато нет туристов. Стоянка всегда есть для машины, можно шашлычок пожарить самому вот эти стороны, когда ветер дует, кстати, не пожаришь, без ветра есть. Мы по городу по-старому едем, брусчатка, тоже энных годов, с
левой стороны находятся кафешки, рестораны. Греческий ресторан посоветую, кстати, посетить. Очень вкусные большие порции. И также мы любим тут на завтрак ходить. Ах, вон он, Бекерай, Юнг называется, ну, Юнг, в общем, так и называется, да. Очень вкусно готовят они всевозможные бутерброды горячие, с яичкой, без яичка, сок свежевыжатый, ну, почти как в Турции, скажем, да, так. Ну, не дешево, но вкусно. Справа магазин Штольц. Забыли вы дома носочки, трусишки, еще что-то, можете всегда приобрести. Цены, ну, цены как нормальные, как во всей Германии, да. Цены ничем так не отличаются. Также тут, кажется, есть Camel Active, Джек Вольскин у них такой, да, Джек Вольскин вот он, и Camel Active. А здесь, вот сейчас, подождите минуточку, мы сейчас подъедем, Дёнер номер 1, видите, написано, Дёнер номер 1, буквально в 30 метрах с правой стороны. Вот он самый лучший дёнер, который здесь есть. Чуть дальше находится Берлина дёнер, но туда я вам не советую, хоть с левой стороны. Если вы там покушаете, у вас будет желудок болеть. А здесь, он буквально 2 метра шириной, и очередь постоянно у него стоит. Хозяин и парень, не знаю, хозяин ли он или парень, но, в общем, кто продает, это чеченец. Вот, говорит хорошо по-русски, по-чеченски и на немецком. Вот, готовит очень вкусный дёнер. Ну вот, что вам еще за информацию дать? Кстати, вот эта улица, по которой мы сейчас едем, сейчас мы чуть дальше немножко проедем. Тут нет, а вот чуть дальше это был канал. Это был канал, не тут, а вот буквально за светофором там. Сейчас мы немножко проедем. И все дома, которые слева-справа, да, стояли, ну это, ладно, уже их перестроили, наверное, да, все были рыбачьи дома. Они на своих лодках тупо во двор заплывали и привозили свой, что они свой привозили, не то, что наловили, рыбу как привозили, да. Улов, да, улов, забыл я слово. Камбалы здесь немерено, трески немерено было раньше, сейчас все, даже запрет на одну даже запрет. Раньше я сам вылавливал там, по 10-15 штук за 2 часа, 1,5 часа можно было выловить таких 5 килограмм, 6 килограмм каждая тянула, да, 2 килограмма, окей. Ну сейчас все, полностью нету, только камбалу можно, в принципе, ловить. Ну еще селедка, если заходит сюда, но селедку сюда не стоит ехать. Витлинг, еще что, рыбачить стало вообще сейчас так довольно напряг с этими законами, да, то, что на ловлю рыбы. Вот сейчас по которой дороге мы едем, и буквально через метров 100 начнется канал. Это и был, в принципе, канал, куда рыбаки могли подходить. Тут это уже новые постройки еще, а чуть дальше будут старые, но мы их не застанем. Так мы повернем налево и поедем мы в сам Гафен, потому что мы живем в порту, ну как в порту, в марине. И вы видите сейчас огромную очередь Soft Ice. Я не знаю почему, но кто-то снял про это мороженое, сняли по телевизору. Я не знаю где, по какому каналу. Это было давно тоже, да, лет 5, 7, 10, наверное, назад. Хрен его знает, да, ну было, в общем. И все туристы, посмотрев это, насмотревшись, решили попробовать. И вот он так приобрел свой руф Soft Ice. Мы пробовали, ну, обычное мороженое, да, ничем оно не отличается. Мороженое как мороженое, в принципе. Но туристы стоят, бывает, даже за угол заходит, да, шлана такая очередь, то что вот так они любят это мороженое. Ну, это традиция, да, типа побывать тут и попробовать. Еще плюс у него раскрутен хорошо Инстаграм. Да, и поэтому, скорее всего, все любят ехать. Все, как таковой город мы сейчас выехали. Городишко маленький, остров, в принципе, не маленький. Ну, как соотношению, конечно, других островов маленький. Ну, можно 17 километров туда уехать, да. Тротуары все заменили, марину все переделали, новые тротуары, новые причалы, поставили грильницы, можно бесплатно пользоваться, с нержавейки. С собой взять не получится, вы знаете, кому это говорю. Они так забетонированы, ну и в принципе хорошо. Только сам за собой убирай, чисти, все это есть, щетки и всякие там вилки, чем чистить все, открывать все это есть. Все на цепочках, зимой они закрыты, с октября месяца по апрель, кажется, в апреле открывают уже, да. Они открыты и можно пользоваться бесплатно. Если же тут много очень народа, то очень. Ну, правда, их много, да, они красивые площадочки сделали. Сегодня будет еще время, я, конечно, выйду и покажу вам. Но так как время у нас уже 5:30, а я хотел в 4 вообще выехать отсюда, чтобы до Дании рвануть и на Швецию сегодня проехать, у меня вряд ли получится что-то вам тут еще показать. Так как сейчас я хочу покушать быстренько, кое-что в квартире сделать и рвать когти.
Надо сегодня хотя бы до часов 3 ночи еще прокатиться. Ночевать я нигде не буду. Так, голову на подушку. Вернее, маленькую подушку на руль, а голову на подушку. И все, часика 3 вздремну. И завтра позавтракаем мы под Стокгольмом где-то, надеюсь. И поедем дальше на север. Ну, это мы, видите, проезжаем. Типичные северные дома. Кстати, кирпичные, заметьте, да? Очень много. Очень много. Но здесь почему-то не распространены соломенные крыши, как в Дании. В Дании там каждый второй дом. Ну, сейчас, наверное, тоже черепицу, да, уже кладут черепицу. Ну, как бы соломенная крыша, они говорят, она теплая, она очень дорогая, кстати. Я где-то репортаж смотрел, дороже, чем черепица даже выходит. Ну, не могу я сказать, не знаю. Хотя я жил в таком доме, мы в Дании как-то давно снимали дом. О, кстати, я вас обманул, вот с левой стороны сейчас будет. Это же построили Барфус парк, да, босиком ходить парк сделали. И для детишек где-то что-то отдыхать. Да, точно, вот я забыл про этот дом-то совсем. Вот он с соломенной крышей. Посмотрите, да? Угу. Вот, с правой стороны теперь вы видите три высоких здания. Это ИФА, отель. Один из них отель, один из них фериенвонунг, то есть квартиры для каникул проводить. Ну, можете приобрести сами себе. И один это мутакинтре, это для мам с ребенком, ну, новорожденные обычно, да, реабилитация, вот, приезжают, ну, как курорт, да, устраивать. Они прям выходят на море, да, там от них 30 метров, и все, дюны, и сразу море начинается, Балтика. Да, ребятки, вот он, этот остров Феман, это вот, где мы сейчас вот находимся, это уже все насыпное. Я смотрел фотографии, у меня где-то были, даже на телефоне висят, старых 80-х годов. Нет, 60-х годов, тут этого ничего не было. А 70-х годов есть уже как строили эти дома высотки и квартиры, где мы проживаем. Да, квартиры, они не новые, это квартиры 78-х, кажется, 73-х годов, тоже не помню, Грунбух маленький. Но их нельзя ничего переделывать. Ну, ты снаружи, да, вообще ничего, притрагиваться никуда. Ни какую-нибудь там раму перекрасить, окно, еще что-то. Они стоят под ЮНЕСКО охраной. Вот, как, ну, под охраной, в общем. Ну, очень-очень удобно, да, вот сейчас с правой светофорчик там загорится зеленый. И с правой стороны вы увидите, находится, кстати, школа, где вас могут научить, вот эти, видите, летает, надеюсь, видите его. Я камеру не буду вернуть, прикручена, наверное. Скайсерфингисты, или как, кто их знает, как их называется, да, всю жизнь мечтал научиться, так и не бросил это дело, отмечтался. Ну, мечтать не вредно, не все мечты сбываются, вы знаете, я сам говорю, мечтать не вредно, вредно не мечтать. Вот тут они учатся плюсами, на досках учатся тут плавать, и дальше находится большая стоянка справа для локатеров, так как у меня катер был, сейчас я лодку продал, покупаешь 100 евро, кажется, стоил в год, и можно тут ее оставлять постоянно, спускать бесплатно, душем, туалетами пользоваться, все новое построено. Но не место стоит дороже. Место там от 600, кажется, евро начинается за лодку и за яхту, там от размера все зависит. Вот. Это вот справа проехали стоянку. И вот наши домики, да. Напротив домиков с правой стороны, прям на променаде находятся грили, беседки, можно бесплатно пользоваться. По поводу еды, если что-то здесь заказать, чтобы вам привезли лиферанты, забудьте. Я сколько тут не заказывал, я тут ремонт делал, я бак переделывал, ну, душ, туалет все переделывал, все полностью. Правда, такое говнище всегда привозили, лень было готовить, я то заказал, то заказал. Ну, много чего заказывал, но, в общем, мне не понравилось. Вот. В общем, Обломов, знаете Обломова, смотрите? Я вот смотрю его постоянно, Обломов с Питера. Вот он, Друже Обломов, вот он делает. Так что мне, ребят, скажу, не понравилось. Вот ему привет. Тут даже салфетки нахрен не привезли. Вот, ну нам еще проехать 500 метров туда между домами, и мы будем дома. Ну ладно, ребятки, так, мы с вами еще встретимся, наверное, сегодня на пароме, ну еще где-то. Все, добра, удачи!